У меня немного тем. Плоская земля, здоровье, биткоин, веганство. У меня одна – снимать массовые иллюзии, которые вбили в голову людей так прочно, что они стали нормой. Я здесь не ради лайков и позитивных комментов. Нормой стало убивать нерожденных детей. Нормой стало пить таблетки от симптомов, которые сам же создал. Нормой стало платить проценты банкам за деньги, которых у них изначально не было. А я просто говорю, извините, но это бред. Идея накоплений в валюте, которую намеренно обесценивают, бред. Я серьезно. Копить это для бедных, ну или для среднего класса. Зачем вообще копить деньги, если центральные банки их просто печатают? Потому что нам так внушили. Это и есть пирамида, это и есть ваш МММ. Только тут ваши сбережения сгорают культурно, аккуратно, под предлогом экономической политики, с разрешения государства. Но зачем мне копить, если они в любой момент могут напечатать сколько угодно? Может мне начать рисовать фломастер рублем? Назову это стимулированием потребительского спроса. А все эти капитализмы, коммунизмы – это просто ширма. Богатым все равно, в какой системе ты живешь. Когда ты откладываешь 1 рубль, банки могут выдать под него кредитов на 22 рубля. Это называется система частичного резервирования. Согласно информации, представленной в таблице 7 документа, основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2025 год и период 26 и 27 годов, утвержденного Банком России с 1 июня 2023 года, норматив обязательных резервов для рублевых обязательств банков с универсальной лицензией составляет 4,5%. Таким образом, при резервной норме в 4,5% теоретически на каждый рубль, привлеченный банком, он может выдать в кредит до 22 рублей. Это 1 разделить на 45 тысячных. Система частичного резервирования действует как в России, так и практически во всех странах современной банковской системы. Это означает, что банки обязаны хранить лишь небольшой процент от вкладов в качестве резерва, а остальное могут выдать в кредит. А это тоже форма печатания денег. Им нужно, чтобы ты копил, чтобы они могли выдать в долг в 20 раз больше, чем твой вклад. То есть твои деньги, твой рубль обесценился в 20-кратном размере. Из одного реального рубля создается до 22 новых виртуальных рублей, которые на самом деле никто не заработал. Они просто появились как долговые обязательства. Деньги размножаются, а их ценность падает. Твой вклад теряет покупательную способность, потому что твои реальные сбережения стали базой для многократного раздувания денежной массы. А если наоборот взять деньги в долг, с долга налог платить ведь не надо, кредит или ипотека, с них не взимается налог. Почему? Потому что деньги и создаются через долг. Деньги – это и есть долг. Ты даже можешь получить налоговый вычет с процентов по ипотеке. То есть долги поощряются, а накопления наказываются. Это фундамент современной денежной системы. Классическая финансовая пирамида. Нужен постоянный приток новых вложений, чтобы система не развалилась. Если все завтра решат забрать свои деньги из банков, они просто не смогут этого сделать, потому что их там нет. Они уже выданы людям в качестве кредитов, ипотек, бизнес-займов. Это чистой воды МММ. Фиатная банковская система – это мировая долговая пирамида, в которой тебя заставляют участвовать с рождения через инфляцию, налоги и обязательность официальных денег. Но стоит только усомниться, и на тебя вываливают мантры. Не все так однозначно, все сложно, истина где-то посередине. Посередине между чем? Между логикой и телевизором? Серьезно, если бы кто-то зарезал собаку, вы бы тоже сказали: нет, ну подождите, давайте разбираться, не все так однозначно. Или эта логика становится вдруг актуальна только когда речь заходит о питании, собственной жизни, родах, детях. Убийство через аборт однозначно. Где тут середина между началом жизни и ее намеренным уничтожением? Убийство свиньи ради шашлыка тоже однозначно. Или что вы там делаете? Наполовину перерезаете ей горло? Не все черно-белое – это удобная философия убийц и соучастников. Потому что пока ты рассуждаешь, все ли так однозначно, кто-то режет горло животному. Кто-то делает аборт, кто-то колет своему ребенку препарат с побочками на 12 страниц. Кто-то отправляет сына на войну, организованную для уничтожения белых. Кто-то подписывает кесарево на всякий случай. Лейкемия – главный рак у детей. Формальдегид вызывает лейкемию. Откуда весь этот формальдегид берется? Ну, конечно, не все так однозначно. Может, он спрыгнул с радуги, а может, содержится в укольной детской программе. Но вы однозначно против биткоина, потому что никогда в жизни не видели по-настоящему ограниченный актив. Он однозначно пирамида, а рубль, обесценившийся за последние 30 лет на 99%, однозначно не пирамида. 60-70% россиян имеют как минимум одно жилье в собственности.
Мы продали свой дом, ну, после развода с бывшим. И я пока что не собираюсь покупать собственную недвижимость, а буду арендовать. Все, что у меня есть, я пускаю в биткоин. Потом, когда он пойдет еще выше, мне скажут, что мне повезло. То, что я рискую всем, потому что поняла, как устроена система, это, конечно, не выбор, это везение. Я рискую всем, не цепляюсь за бетон и шторы. А то большинство, которое владеет бетоном, говорят, что им не хватает на биткоин. И ради бога, я никого не призываю продавать свое имущество, как я. Я просто, как всегда, делюсь личным опытом. И если мой выбор сработает, это не повезло. Это просто было видно тем, кто смотрит в корень. И на будущее я собираюсь приобрести собственный дом. Просто пока руки не поднимаются, пускать туда деньги. Я просто говорю людям, что 1 + 1 это 2, и полезно было бы научиться им считать, а они в ответ смеются и говорят, что им не нужно знать математику, потому что в правительстве есть центральные эксперты по математике. Все будут хотеть и нуждаться в биткоине. Биткоину плевать, верим мы в него или нет. Он будет принят массово, с тобой или без. И да, кому-то от этого щемит, кто-то чувствует, что его унижают, но это не унижение, это просто равнодушие реальности к твоему комфорту. Я не унижаю, я просто предупреждаю, никто не придет никого жалеть. Говорят, меня купили, что я рекламирую биткоин. Биткоину не нужна реклама, он просто работает молча и без кэшбэков. Меня не купили, я просто проснулась раньше. Ну, хочешь, продолжай считать, что независимое мышление – это признак спонсорства. Если честно, мне все равно. Мне не нужно ничье одобрение, так же, как биткоину не нужно разрешение центробанков. Насчет того, что биткоин якобы создан ЦРУ. Во-первых, мы все точно знаем, кто контролирует фиат. Центральные банки и мировые правительства. Это не теория, а официальная структура. Там есть печатные станки, ключевые ставки, обесценивание, манипуляции, конфискации, заморозки счетов. Все открыто, в смысле прямо в лицо. А вот насчет биткоина ничего точно никому не известно. Ни личности создателя, ни центра управления. Есть только код, открытый для проверки, и сеть, которую никто не может остановить. Я выбираю биткоин не потому, что знаю или не знаю, кто его создал, а потому что вижу, как он работает. И главное, вижу, как фиат разрушает все вокруг. Ведь всякие там войны – это прямое последствие использования бумажек. В фиатной системе насилие легко финансируется, потому что у него бесконечный бюджет. Цена войны размазывается тонким слоем инфляции по миллионам кошельков. Каждый раз одни и те же комменты про электричество. Если бы я действительно хотела услышать мнение стада, я бы загуглила «биткоин плохо». Спасибо, конечно, но я выбираю думать, а не повторять то, что повторяют все. У меня уже 11 видео о биткоине, начиная с 2021 года. Я держала его, когда он стоил $16 000. Так что всем, кто пишет, я совсем согласен, но вот биткоин, отписка, давно пора. Я здесь для тех, кто не ждет одобрения толпы, кто не перекладывает ответственность на экспертов, кто не бегает от хайпа к панике. Я для тех, кто против войны, против бедности, кто понял, что нас не обманывают, а нас системно, ежедневно стригут через фиатную удавку на шее. И если ты все еще веришь, что идешь против системы на рубле, то ты просто никому не мешаешь. Удобно, но пользы ноль.